Доброе утро. По счастливому совпадению и прекрасной случайности утро выходного дня снова начинается с выезда в загород. И сегодня мы едем в Тигре. Это типа местная Венеция, но посмотрим. Let's go. Я вам в предыдущем влоге пыталась рассказать про вот эти вот empanadas. Сейчас они открыты. Я вам могу показать, как это выглядит. Вот такие вот как бы пирожки и с разными начинками. Чем больше берешь, тем дешевле стоит, если вы понимаете, о чем я. В общем, ребята, на проездных закончились деньги из-за того, что сегодня воскресенье. Положить их на карту не представляется возможным, потому что все киоски, где это можно сделать, сегодня закрыты. Поэтому сейчас происходит время ожидания автомобиля. Мы надеемся доехать до вокзала, чтобы там пополнить счет. En 200 metros. В тот раз мы уезжали с другого вокзала, вместо этого это Ретира. Тут как будто бы, я так понимаю, больше метро. Воняет примерно так же. О, Господи. Сейчас сяду, да расскажу. Я сейчас на вокзале и ничего уже не сняла на улице, потому что подошла женщина. Вау, смотрите. Не знаю, что это, но что-то прекрасное. Короче, подошла женщина и сказала: приди в себя, это very dangerous место, убери все телефоны из рук. И я такая: тут не просто так воняет. Короче, она сказала, что, типа, будьте, пожалуйста, очень сильно аккуратны. Я резко убрала все камеры, но сейчас на вокзале вроде бы более-менее уже. Ищем, где можно положить деньги на карту, чтобы оплатить проезд. Нашли нашу остановочку. Отправление через 20 минут. А сейчас главный прикол. Все, кто смотрела видео про охоту на капибар, когда мы ездили, мы проезжали этот город. И мы в нем уже были. А поняла я это, если что, вот по данной экспозиции, которая находится прямо у вокзала, памятник капибарам. Пожалуйста. Правда, ехали мы до него тогда на автобусе 3 часа, а сейчас на Элке за час. Также на выходе с вокзала встречает сразу же карта города. Сейчас я пытаюсь здесь разобраться. Правда, с моим кретинизмом не обещаю сильных успехов в этом деле. Но, по крайней мере, нужно попытаться. Тигре оказался очень живописным и необычным достаточно населенным пунктом. Он расположен всего лишь в 30 километрах от Буэнос-Айреса и встроен в дельту реки Парана. Это, кстати, одна из крупнейших пресноводных дельт в мире с сетью более 350 водных артерий, островов и каналов. По этой причине город и называют аргентинской версией Венеции, потому что, так как город, по сути, стоит на островах, основным транспортом здесь являются лодки и катамараны. Об этом городе я услышала, когда была на психологической прогулке от девушки, которая сказала, что она ездит в Тигр, чтобы купаться. Потому что Буэнос-Айрес расположен прямо на океане, рядом с океаном, но в нем купаться нельзя. И поэтому она говорит: я обожаю купаться и езжу в Тигр. И вода, как бы здесь, окей. Первая остановочка Пуэрто де Фрутас. Сори за мой испанский сразу же. Ладно, его нет. Короче, рынок фруктов. Считается какой-то достопримечательностью. Да, сейчас это одно из главных туристических мест в городе, но раньше это был реальный порт для фруктов. Сюда с островов Дельты доставляли фрукты и овощи, которые затем отправляли и продавали в Буэнос-Айрес. Короче, ребята, рынок не очень сильно впечатлил. Мы вышли уже с этого рынка и идем до следующей локации.
потому что как будто бы здесь нет смысла просто ходить и смотреть, кто какие цветы продает, и кто какие черепаны ест. Все, кто знает меня, помянем. Ту-ту-ду-ту-ту. Теперь и мои guilty pleasure вы знаете немножко больше. Минус косарь. Но плюс 5 эмоций. Первые постройки появились здесь в 17 веке, а название связано с тем, что первые европейцы называли ягуаров, которые здесь обитали, тиграми. В 19 веке город уже превратился в порт для торговли древесиной и фруктами, а в 1865 году здесь появилась железная дорога до Буэнос-Айреса, и Тигре сразу же стал сильно популярным местом для отдыха и туризма. А вот и следующая достопримечательность, к которой мы шли. Здесь нас встречает очередь. Ну, а что вы хотели от туристических мест, да? Я вам говорила, что ни один блок не будет без мороженого. Muchas gracias. Короче, отсюда я взяла негра. Желаю негра. Лимон-пай и дульче де лечи парилочи. Вышло вот так вот. Стоит 9000. Нормально, это ведро как моя голова. Из 10. Ребята, советую. Эту очередь стоило отстоять. Просто для того, чтобы хотя бы насладиться этими вкусами. Все-таки негру я даю первое место. Это сочетание просто великолепное. Вишня, шоколад, миндаль. Супер. А дульче де лечи, это считается местной сгущенкой. Она примерно похожа на нашу вареную сгущенку. Такая коричневая. И это прям вот типа блюдо столетия в этой местности. И все магазины дульче де лечи. И в каждой прилавке можно найти эту сгущенку. И вот, пожалуйста, я взяла с ней мороженое. Супер вкусно, но просто потому что я люблю эту сгущенку, она мне очень нравится. Но на любителя, потому что она очень сладкая. Что-то меня проморозило. Это мороженое. Предлагаю заесть мороженое. Ну какой вайб, ну вы посмотрите, господи. Пожалуйста, мое джелато всех видов и размеров, кипяточек, пиццушка, река-мутнушка. Ну что еще для счастья нужно женщине? Ну что? Ничего. Ладно, еще ваши 100 лайков. В принципе, не помешает. Обожаю мороженое. Причем я люблю именно мороженое, а не сорбеты. Прям желато. Все, кто в Петербурге, от всего своего сердца до его места советую за мороженым идти в джелатерию. Так и не разобралась, как она называется. Деневе или Денева. Короче, на Горьковской расположена. Прям вау! Это мое любимое место с мороженым. Пошла наслаждаться, чтобы не бесить вас жующим ртом. После этого планируется дойти до музея искусства, сесть на лодочку и уплыть в далекое счастливое будущее. Пожалуйста, музей арта. Дошли мы до музея арта. Здание, конечно, очень красивое. Сейчас у кого-то будет фотосессия. Расчехляем все штативы мира и готовимся к кадрам для Инстаграма. Смотрите на потолке.
so beautiful, I think. Интересно, что это здание не строилось как музей, оно изначально было построено как элитное общественное заведение, и в нем функционировало казино, пока азартные игры не были запрещены вблизи Буэнос-Айреса. А после упадка и долгого периода заброшенности здание было защищено как национальный исторический памятник, реставрировано и в 2006 году стало музеем искусства. В общем, музей уже оказался закрытым. Я, конечно, не очень рассчитывала зайти вовнутрь, но все-таки сейчас это вообще impossible. Поэтому все, достопримечательности на сегодня как будто бы закончились. Тут что-то продают вот такое вот, очень громко. Мужчина, извинитесь, это же вообще что за реклама? Девочки, ребята, я вам рассказывала здесь про прогулки для собак. Смотрите, как выглядит площадка для собак, я в шоке. На островах у людей все привозное, от питьевой воды и продуктов до газа. Здесь хорошо развита водная торговля. Вы звоните по телефону, и вам привозят все необходимое. Более того, здесь есть даже стационарный магазин на воде и заправочные станции. А для туристов настоящий must-have – это водные прогулки, которые считаются здесь одним из главных развлечений. Это судно, на котором мы сейчас отправимся. Успели уже только на маленький маршрут. Вот этот розовый. Вот этот идет 2,5. А через 2,5 уже желательно бы быть в Буэнос-Айресе и готовиться ко сну, потому что уже как бы полшестого, и как бы уже нужно поспешить. Поэтому принято решение поехать по маленькому маршруту. Просто ради галочки, если что. Всегда есть возможность сюда вернуться. Городок супер уютный, комфортный и как будто будет не западло приехать еще раз. Берем оставшуюся пиццу. Хорошее настроение. И отправляемся на борт огромного судна. Hola, buenas chicos, por acá les tomo la fotito. На русские деньги данное мероприятие стоит 850 рублей. Это считается большим каким-то объектом двухэтажным. Вот это вот самый бюджетный транспорт, но, к сожалению, нет возможности узнать, сколько это стоит, потому что это на том берегу, и есть шанс, что мы уже не успели бы добежать до отправления. Поэтому мы здесь на второй палубе отправляемся. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Прикольчики. Вот и все, ребята. Закончилось морское путешествие по водным достопримечательностям. Было супер, было очень красиво. Засветы, пересветы. Немножко замерзла по носу, по-моему, это видно. Ну, ветер на воде, знаете ли, не сильно уж щадит. Хотя на улице днем было супер тепло. Идем на вокзал, на электричку и едем в Буэнос-Айрес. Смотрите, какой месяц. Блин, вечерний город очень красивый. Сейчас такое закатное солнце, небо. Солнце там, небо здесь. Хотела сказать, насколько здесь вежливые прохожие. И когда они видят камеру или телефон, все останавливаются. Вообще все без исключения. Пары, молодые, старые. Посмотрите, кстати, регулировщики работают, регулируют. Понимаем? И, в общем, даже когда я снимаю себя на селфи, они все равно думают, что я там что-то фотографирую, и все прям останавливаются, что супер удивительно и сильно непривычно. Выход на перрон. Я сижу напротив него. Через 15 минут отправления до Буэнеса, города Тигре, говорим огромное спасибо. Вам выражаем огромную признательность за просмотр. Пишите в комментариях, что вам понравилось из этого города больше всего. Мне больше всего понравился памятник Кока-Коле и дом в честь Кока-Колы. Реально. Я считаю, это топ of the топ. И памятник Капибаре. Это прям 10 баллов. Остальное, ну так. Венеция поинтереснее было все-таки. Пока!